Hi, we are interviewing Aida Kraverskaya. Today is April 18th, 2024. The interview will be in Russian. My name is Anna Gurevich, and we are in Chicago, Illinois. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И еще раз спасибо, что вы решили с нами поговорить о пережитом. А начнем мы с того, что я попрошу вас представиться, как вас зовут, как вас звали при рождении, когда и где вы родились. Я очень рада, что вы меня пригласили на этот фонд, потому что я давно мечтала, чтобы об этом событии знала не только я, но и как можно больше людей. К счастью, я одна из тех, кто выжившая в этом кошмаре. Меня зовут Ида Краверская. Я родилась в 1935 году, 18 сентября, в небольшом местечке. Оно было еврейско-белорусское, называлось Свислыч. Мой отец был... А где это местечко расположено? Это находится в Белоруссии, в Осиповическом районе, 150 километров от города Минска, столицы Белоруссии. А как вас звали при рождении? Так меня и назвали Ида, в честь моей бабушки. А как звали бабушку? А бабушку тоже звали Ида. Давайте тогда поговорим сейчас о маме, папе, как их звали, где и когда они родились. Мама моя была Серафима Владимировна, на Урале так ее перекрестили. На самом деле она была Сара Вульфовна. Она родилась в 1917 году в этом же еврейском местечке. Мой отец Рувим Исакович, но потом был Роман Исакович. Он родился в 1906 году в маленьком еврейском местечке под Минском. И местечко это называлось Узда. Узда. То есть, очевидно, это было какое-то татарское поселение, что ли, потому что название не еврейское. Он окончил еврейский педагогический техникум, потом еврейский двухгодичный педагогический институт, а потом заочно Московский государственный университет, факультет географии. Это отделение было в Минске, было правило, что до войны все в столице могли иметь заочное отделение Московского университета. Моя мама кончила 7 классов, поступила в зуботехнический техникум, проучилась 1 год, начался страшный голод, и она из Минска вернулась назад в Свислочь. Вот что вы знаете о бабушках и дедушках? Так, мой дедушка, рождение 1898 года. Он родился в большой, очень бедной еврейской семье, окончил 4-годичную, как мама называла, церковно-приходскую школу, но это была типа хейдера такого. Прекрасно владел еврейским языком, но в 1932 году вступил в партию и стал заниматься процессом раскулачивания так называемых богатых крестьян. Получил пулю в спину и в глаз. Глаз у него был наполовину закрыт. Вот. Во время войны он первый, кто вывез нас из местечка, потому что все евреи думали, что раз у них язык очень похож на язык немецкий, то с ними ничего не будет. Ну, к этому мы еще вернемся. Да. Давайте теперь про бабушку. Бабушка родилась тоже в очень бедной еврейской семье. Она на 2 года была его старше. Он был красавец. Она была изумительная, но не очень красивая. И владела мастерством шитья, потому что ее какая-то полька научила шить по французским журналам. И так она с иглой в руке и умерла, когда ей было 66 лет. Она даже расписываться не умела. Еще одна деталь. Она не верила ни в какого бога.
Но когда мой отец был на фронте, и до 46-го года мы о нем ничего не знали, она сказала, если он объявится, я начну верить. Начала? Начала, хотя синагоги не было, она соблюдала кашрут, она делала все еврейские блюда и не ела свинину. Ну, в общем, все, что можно, она делала. Это одна сторона, видимо, папина, да? Нет, это бабушка, это мамина сторона, и дедушка мамина сторона. Папина сторона была другая. Его отец был очень состоятельный человек. У них они жили в таком месте, где польские князья сдавали в аренду большое количество земель. И он арендовал такую, его отец еще арендовал, мой прадед, эту землю и построил целую сеть булочных. И о этих изделиях знала вся Белоруссия. Но его в 1933 году арестовали, объявили его лишенцем, то есть лишили права голоса и выселили в Бобруйск в страшную хибару такую, полуразвалившуюся. И он образованный был человек, потому что у них в их семье были учителя немецкого языка, мой папа знал немецкий в совершенстве. Вот. И он на фабрике клеил коробочки для конфет. Вот это была его работа. Потом они во время войны эвакуировались в Сибирь. Вот, и он после Сибири, они приехали в Ригу, и он не работал уже, он был старенький, жил со своим сыном старшим, вот, и каждое лето к нам в Бобруйск приезжал. Очень образованный человек был, ну так, по тому моменту. Бабушка, это была его вторая жена, первая умерла при родах, вот ее и дали мне имя Ида, вторая жена, это была его служанка, которая на 17 лет его младше, бабушка Соня. Она была очень жесткий человек, и из всех своих внуков любила только меня одну. Потому что я была одна девочка, все остальные были мальчики. Ну вот это вся история до второго, третьего поколения. Понятно. А что-нибудь вы знаете по рассказам про семьи маминых родителей, папиных родителей? Были ли они религиозными, исполняли ли они обычаи, правила? Да. Расскажите, что вы знаете. Мамины родители, как я уже сказала, бабушка и дедушка особенно, религиозными не были, но еда в доме всегда была еврейская. Обязательно. На Пасху, значит, галушки, ну и все, что там надо, да, и мацу. И уже потом, когда мы переехали, это было до войны, переехали в Бобруйск, то там были специальные дома, они назывались подряды. Там еврейские женщины пекли в русских печах мацу до тех пор, пока не образовалось специальное место в Минске, где пекли мацу и развозили по еврейским городам. Это была бабушка. А дед, он был коммуняка, никогда не верил ни в черта, ни в Бога. Но когда он очень состарился, вот, и он стал ходить в миньян. Знаете, 10 человек собирается, и там читал кто-то молитву. Он каждые 6 утра, это у него заведено было. Когда об этом узнал секретарь райкома, его вызвали и сказали: Мазлин, положи свой... А у него такой, знаете, я им из Москвы привозила молитвенники вот такие. И значит, он сказал ему: тебе придется положить партийный билет. А у него этот молитвенник маленький торчал. Он говорит: партийный билет? С удовольствием положил этот билет. Вот теперь мой партийный билет. Он показал на молитвенник. Он получал персональный паёк, потому что он был персональный пенсионер республиканского значения. Такая была должность. Ну вот, он и дожил до 93 лет и умер. Вы знаете, мы упустили одну вещь. Вы нам не сказали имена бабушек и дедушек. Хорошо. Значит, бабушку мою звали Лиза, ну, Лея это фидыш, да, а по-русски Лиза.
Исаковна, по-моему, я не помню имя, отчество. А дедушка, он был Вульф, но Шоломович, это я точно помню, но мы всегда его звали дедушка Володя. На таком языке. 4 дочери у него было. Моя мама старшая, Сара, за ней шла Юдес, то есть Юлия, потом шла Двоше, это была Дуся, и последняя была Соша, это была Соня. Они все были комсомолки, понятно, но они кончили, 3 из них, мамина, значит, 2 сестра, 3 по счету, кроме младшей уже, кончили еврейские школы, 7-летки, владели языком блестяще, читали, писали, все умели. Но младшие уже еврейские школы закрыли, и младшая уже училась в нормальной школе до, она с 24 года, с 26-го, значит, когда ей было 14 лет, началась война. И мы эвакуировались. А фамилия какая у них была? Значит, у них всех фамилия была Мазлин. 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 Но когда они вышли замуж, у одной, они, естественно, фамилии, у одной была фамилия Волк, это 2-й муж у нее, первый, тут же погиб, первые дни войны. Вот, она сама была медсестрой, Юля. Вот, ну, у нее тоже интересная биография. Вот, потом была Дуся, у которой я вам рассказывала, ее жених, родной брат моего отца, бежал в Свислочь из Гродно, чтобы с нами встретиться и уехать в эвакуацию. Он не успел. Он так устал, он пешком очень много шел. Он уснул, а когда он проснулся, немцы... 24-го немцы были, война 24-го немцы были в этом местечке. Вот. И он проснулся, ничего не понимает, они у него спрашивают, комсомолец? Он говорит, да. Джуиш? Он говорит, да. И сразу пуля в сердце, и он погиб тут же. И моя бабушка, его мама, не могла простить мою тетю, мамину сестру, к которой он бежал, обвиняя его в смерти. Обвиняя ее в его смерти. Ну, дальше, когда еще какие-то биографические, по-моему... Но отец мой до войны, когда он кончил техникум педагогический, его послали в нашу деревню работать. Он пришел в школу, на первой парте сидела мама, и ей было 15 лет. Ну, знаете, деревенские, она вообще красавица была. Вот. И он сказал, дети, у кого есть квартира. Ну, он же только приехал. Она подняла руку, и он поселился в нашем доме. Он ухаживал за ней 2 года, и когда ей исполнилось 17 лет, а ему было 27, он на ней женился. Вот так. Он на ней что вы родилась, знаете по рассказам, наверное, вы были маленькая совсем, вот об их жизни до войны? Семейной жизни до войны. Ну, вот Где они жили, в каком доме? Значит, так, сейчас скажу. Значит, дом, в котором жили мои родители, это был бывший помещичий дом. Там были шикарные, они его сделали, ремонтировали, и там жили все учителя. Это была средняя 10-летка. И сначала еврейская, потом русско-белорусская. А папа работал в этой школе учителем географии и еще потом был директором этой школы. А мама работала в сельском совете, потому что у нее фактически образования такого специального не было. Она была депутат сельского совета, занималась проблемами крестьян и вообще людей, живших в этом местечке. Местечко даже не имело синагоги, не было синагоги, но евреи справляли все религиозные. Пасху справляли, Йом-Кипур справляли, вот. Особенно справляли день разрушения храма, это Тиша б'яв, это в августе, обязательно. Хотя в синагоге нет. И ваша семья тоже, ваша мама с папой да, тоже они да, обязательно в виде блюд. То есть была еврейская кухня. Вот это было обязательно. А на каком языке говорили в семье? В семье говорили в основном на идиш. В основном. Но у мамы и у всех ее сестер потрясающий, ну, как у меня, русский язык. И у моего отца, кроме того, что он знал русский в совершенстве, немецкий, в совершенстве идиш, в совершенстве иврит.
и польский абсолютно язык, да, то с ним можно было говорить, но в основном семья пользовалась идышем. До войны, даже тогда, когда росли вы... До войны, но Да. когда мы были эвакуированы, между нами никакого идыша не было. Потому что, что там объяснять, говорили все по-русски. И вы так и росли в этом, в городе Свислочь? Вот, да, до 6 лет. Я с 35-го. В июле дедушка нас посадил. Знаете, что такое подвода? Это такая плоская телега. Посадил нас. А у него был такой друг, который сказал, Мазлин было принято по фамилии, ты с ума сошел? Куда ты едешь? А он сказал, а ты будешь оставаться? Он говорит, конечно, мне ничего не сделает. У него был такой вот живот большой. Это был, мой отец был председатель, такая была артель, которая делала напитки всякие, эти сиропы, ну, все такое ягодное, очень healthy, между прочим. Вот. А он был его заместитель. Когда пришли немцы, там в ее конторе такая, знаете, это называлось на идыше грубка, такая печка, голландка. Его зажали между столом и голландкой, выдавили из него все кишки, извините. Вот так. Так расправились со всеми евреями. Список этих евреев, потому что вот если вы увидели маминых сестер, да и они очень похожи были на типичных евреев. Так. А список дал лесничий, который спас моего деда с его дочками, да? А когда мы эвакуировались, и немцы уже полным отрядом вошли в это местечко, он подал список всех евреев. Почему? Потому что когда начались первые, немцы стали завоевывать Европу, что сделал Сталин? Он всех людей немецкого происхождения выявляли и выселяли в Казахстан. И вот когда его хотели выселить, а у него участок большой в лесу, он лесничий был замечательный, там корабельный лес рос для таких построек, для кораблей, для мачт, вот. И он, дедушка его, как бы загородил, попросил, чтобы его не арестовывали, не высылали и ничего. И когда дед со своей дочкой бежали из Минска, потому что дед еще успел на поезде заехать ее забрать, потому что научилась на первом курсе мединститута, а Минск уже горел. И они пешком вышли из Минска и шли пешком, это 120 километров, до нашего вот этого леса на берегу Березины. И дед привел их в эту сторожку лесную, это дом был, и этот лесник, и фамилия у него была Шварц, и спрятал их в погребе. И был уже немецкий десант, они ходили сверху, они слышали эту еврейскую речь, немецкую речь, он им спускал туда воду, бутерброды, они просидели 9 часов. Утром, когда десант ушел, они встали, он им дал лодку, они переправились на нашу сторону, потому что мост уже начинал, как бы, уже немцы заминировали мост, но на нашу сторону, и, значит, дедушка, и Дуся ее звали, это дочь, которая потом стала врачом, вот, посадил всех нас на эту подводу, и успели они, там несколько мостов было, по незаминированным переехать и доехать на этой подводе до станции. У нас своей станции не было, была станция Осиповичей. А папа, 22-го была война, 24-го папа в своем, как он был, в летнем одеянии, приехала машина, всех возраста моего отца посадили, это грузовая такая полуторка была, увезли в Минск. В Минске из них сформировали такой отряд. Это были учителя, профессора, врачи, ну, вся элита, которая могла только быть. Их сделали полк, дали им эти винтовки, которые они видели первый раз в жизни, и отправили на фронт в сторону Харькова. И там они были пленены в знаменитом Харьковском котле, где пленили 1 миллион русских солдат. И их отправили, коммунистов и евреев расстреляли тут же,
а сзади сидел какой-то мужик, а у меня папа типичная еврейская внешность. Он сказал: не признавайся, что ты еврей. И его спросили, он сказал: нет. И он попал в вот эту толпу военнопленных, которые перевезли в Германию. И под Дрезденом был такой знаменитый немецкий лагерь для военнопленных, назывался Заксенбург. Вот там папа провел 4 года в плену. А как вот он был в плену, я вам буду рассказывать. Да, да. Да, мы обязательно будем беседовать и о папе отдельно. А сейчас давайте еще раз. Значит, какого числа вы эвакуировались из Свисточи? 24-го. Июня 1941 года. Да. Итак, вы доехали на подводе до станции Осиповичи. Сели на поезд, и поезд пошел на восток. Мы не знали ни станции, ни куда нас везут, ничего. Мы знали только, это была теплушка. На каждой станции кто-то подсаживался. Когда поезд останавливался, и мы видели, что отцепили паровоз, чтобы наполнить водой, топку, все, он уезжал, мы могли сойти, развести костер. У кого-то что-то было, варили какую-то похлебку, это я сейчас помню, потому что на этих станциях промежуточных стояли старухи и продавали что-то, знаете, кто хлеб, кто картошку, кто... И у дедушки были деньги, он покупал это, и варили супы, вкус этого супа. Я до сих пор такой вкусный был, картофельный суп из натуральной картошки с укропом, со всеми делами. И вот так. Нас несколько раз бомбили. Когда бомбили, мы все выбегали из вагонов и в траншеи, вот такие, которые около насыпи ложились. Мама ложилась сверху, а у бабушки было зеленого цвета такое тонкое шерстяное одеяло. Я не понимаю, не помню, не знаю, почему она его с собой захватила. И вот однажды во время это был, я как сейчас помню, летел самолет на низком таком бреющем полете, и из самолета стрелял эти трассирующие пули, знаете. А бабушка нас толкнула в кустарник и накрыла этим, она всегда имела с собой, потому что дети-то маленькие, накрыла этот кустарник зеленым одеялом, и он пролетел, думая, что это растение какое-то или что. Таким образом бабушка нас спасла первый раз. Вот. И потом мы доехали до берега реки Волга. По-моему, это город был, по-моему, Саратов, я уже точно не помню. Нас посадили на баржу большую, не только нас, там было нас, вы же понимаете, и мы поехали по Волге на север. И я только помню, что в начале, когда мы отъезжали, то тоже были бомбы, вот так, знаете, как бомбу бросает и такой всплеск. Вот. Но когда мы уже доехали до Камы, где она впадает в Волгу, и повернули, тут уже была полная тишина. Вот. И нас довезли до деревни Чистые. В этой деревне нас высадили. Жители увидели первый раз, когда мама была, кроме того, что она была беременна, потому что в декабре уже родила. У нее было такой сарафанчик летний. Но пока мы поехали по Волге, Саратов, это средняя часть Волги, жарко, июль. Но когда мы повернули уже туда, на север, это было совсем другое. Вот. И им сказали, они спросили, а кто это? Им сказали, а это евреи. Да, там были. Они сказали, а где у них рога? Вот тут на голове. Знаете, уровень, так сказать. Но они никогда не видели. Нас поселили в таком доме, у них хорошие дома, зажиточное село очень. И она нам выделила такую комнату, где пол был земляной. Вот, там, наверное, скот, она, не знаю. Вот, и мы там все поселились. Я, мама, старший брат, значит, мамины все 3 сестры. Вот. Одна пошла в школу, ей 15 лет было, младшая. Средняя сестра, у нее потрясающий голос, она здесь даже в хоре все время в шеломе участвовала, очень хороший голос. Она была директор клуба, там клуб был. А вторая сестра, она пела очень хорошо тоже, они все пели. Они ездили в госпиталь, там уже начали
увозить раненых туда, и там первые госпиталя стали образовываться. Они ходили по этим госпиталям и пели перед солдатами. Я даже помню, по радио звучит «Огонек» песня, да, на позицию девушка. Это Юля берет карандаш, записывает. Слух у нее потрясающий. И там в этом самом Доме культуры был абсолютно слепой гармонист с уникальным слухом. И он на слух аккомпанировал, они пользовались бешеным успехом. И потом, когда кончился первый учебный год, мамина сестра младшая, она была вообще красавица, как-нибудь, ну, это редко бывает такой красоты, эти волосы, фигура была не очень, но вот. Она тоже стала ходить по госпиталям с ними. И когда она была в каком-то госпитале, в нее влюбился молодой лейтенант, ему было 17 лет. И он отдал нам свой офицерский паёк. И он спас таким образом моего младшего брата. Потому что мой младший брат до 3 лет, он родился в декабре 1941 года. В этом месте, где он родился, замерзала вода в грелках. И он до 3 лет не ходил, у него был рахит. Мы думали, он вообще не выживет. Но вот этот паёк спас. И они переписывались с дядей Лёшей. Потом он ленинградец сам был. Он приехал в Бобруйск и просил руки у моей бабушки ее. Евреи, нельзя за русского. И все. Разрушила ее жизнь. Разрушила она. Моя бабушка разрушила ее жизнь. Потому что она сказала, ни за что. Она говорит, патологическая любовь была к своей маме, как в еврейских семьях. Она пошла на поводу у своей мамы. И вот таким образом, вот эта история нашей семьи в эвакуации. В эвакуации, чтобы не умереть с голоду, моя мама пошла работать в колхоз. Работала учетчицей. Знаете, такие треугольные такие 2 палки, и вот ходят и измеряют расстояние между этими концами, там 2 метра. Вот они ходят, измеряют. Но участок надо было отмерить в 6 утра, перед тем, как выйдут трактористы. И в 5 утра она уходила в этот колхоз 5 километров, когда она шла, она говорила, рассказывала, я вижу точки в лесу, это волки. Она говорит, как они меня не съели, я удивляюсь. Вот. Потом мы от этой женщины, потом у нас случилось следующее. Нам дали квартиру уже, 3-й этаж, потому что дедушка стал работать. Он работал начальником Кизил-Уголь. Это очень большая организация, которая была расположена на Урале и снабжала фронт углем и продуктами. И поэтому с голодом было все. Как бы уже такого голода жуткого мы не испытывали, но были же карточки. И я никогда не забуду, как я шла из школы, и была такая метель, что у меня из рукавицы эти карточки унесло в снег. И я вот по пояс пыталась это достать и не нашла. И мы на целый месяц лишились хлебных карточек. И бабушка, как сейчас помню, мама приносила на трудодни, там давали или пшеницу, или ячмень, что-то в зернах. Надо было ехать на мельницу, все это молоть. И я помню, был ячмень, а у ячменя такие ости жесткие. Бабушка пыталась, сидела ножницами, обрезала эти. Вот. Но все равно в хлебе это застревало в горле. Это был такой ужас. А из этих картошку, когда она чистила, то эти очистки не выбрасывались, из них пекли такие оладьи. Ну, вот так мы жили. А потом, когда дедушка получил эту должность, мы переехали. Мы переехали на границу Башкирии и Урала. Это Южный Урал. Там уже все было по-другому. Там был дом хороший, там у нас была корова, да, там у нас была лошадь, на которой я пыталась учиться ездить. Вот. И там мы встретили окончание войны. И самое главное, маму вызвали на почту и сказали, до востребования, Сара, до востребования, Серафима, тебе из твоего города, из своей Свислочи пришло письмо, потому что мы все время слали запросы в Свислочь.
Там уже освободили, там уже работала почта, маму там все знали. Нет ли никакой весточки? Потому что мы ничего о нем не знали, абсолютно. 45-й год, май месяц, ни звука. Вот. И пришло письмо оттуда, из этой деревни, что был запрос, было письмо от Романа Исаковича. Он разыскивает свою семью. Вот. Так что мы знали, что папа жив. Вот это было самое... Это было, я никогда не забуду, когда я бежала с мамой на почту, а потом назад, а бабушка доила корову. Это, вот знаете, у ребенка же запечатлено. Да, и, значит, я бегу во двор, где стоит корова, и бабушка с этим ведром вот так вот. Я говорю, бабушка, папа жив, а у нее уже пол-ведра налито. Она так лёск это молоко на корову. И разговариваю, ой, май год, ну, знаете, слезы, радости, все. Это был май, а в сентябре мы поехали назад. 45-го года. 45-го, в теплушках. Дедушка мой, ну, он же был разгородил теплушку вот таким образом. Значит, в одной стороне стояла корова, наша любимая Катька, и рядом лежали такие тюки с сеном, знаете, запрессованные, и коза. Потому что мы взяли с собой еще одну очень бедную семью из Витебска. Вторая сторона были палати, на которых лежали, там, я не знаю, что там, тряпки какие-то, и мы все там спали. А коза принадлежала той семье, не нам. Вот. И вот, ну, мы уже туда ехали без всяких бомбежек, без ничего. Мы приехали в Бобруйск и узнали, ну, мы уже знали об этом, наш дом. Ну, это был казенный дом, он нам не принадлежал. Сгорел. Дедушкин дом шикарный. Сгорел. Старшая сестра мамина, Юля, это певица, она была замужем, мужа убили в первые годы войны. Но он работал учителем, а она фельдшером. Сгорел. И нам в Свислочь некуда было ехать. Все наши, так сказать, места проживания сгорели. Мы приехали в Бобруйск. Там жил моего дедушки родной брат. У него был большой дом, и мы у него поселились. Но мы знали, что на Планах, это такое место в Бобруйске, есть тоже дом, куда выселяли лишенца моего деда. Вот. Из-под Минска выселяли, они там жили до войны. И мама пошла туда, потому что это же наш дом, это моего деда дом. Пришла туда, ее встретил жилец этого дома с топором. И сказал, если переступишь порог, я тебя зарублю. Ну, она ему стала по-человечески объяснять, он ничего не слушает, ничего. Она говорит, ну дай хоть посмотреть. И когда она туда зашла, такая была, сени такие, и чулан. И заглянула в чулан, там были знаменитые большие чемоданы. Они назывались «Большая Германия». Все эти бойцы, когда они ехали домой, они наполняли их немецким, тем, чем только хотите, да. И когда она зашла в комнату, там была кухня, и потом направо 2 отдельных комнаты. И она говорит, это что у тебя за чемоданы там лежат? Ты что, войну прошел? Ты очень молодой для войны. Да, ему так было лет 25, может, 20. А он говорит, не твое дело. Она говорит, мое дело. Если ты сейчас нас не пустишь, я иду, тогда это называлась милиция, и расскажу, чем вы занимаетесь. А ей еще уже до этого говорили, что есть целая банда в Бобруйске, которая в Бобруйске поезд Москва-Варшава останавливался. У него была остановка 15 минут. И они за это время грабили вот эти поезда с добром, которые везли. Она говорит, я пойду и расскажу, кто ты такой, и все. Он говорит, тихо, 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 заезжайте. И мы заехали в эти 2 комнаты, а ему отгородили, он жил на кухне. Но потом он уехал, и вот так мы стали жить в этом доме. Развалюха страшная. Кроме там русская печка вообще не топилась, и мы все... Хорошо, мой уже к тому времени из Москвы, ну, это уже была вообще нормальная, я уже замуж вышла, привез плиту, прислал плиту, и мы всю еду готовили на плите, а дом отапливался вот этой голландкой. Вот так мы там жили, и мама, и папа. Ну, вот это была наша...
эпопея довоенная. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот в этом месте около Перми, да, город Молотов, Да, Чисты, Чисты. там же, наверное, было очень много и местных, и эвакуированных. Да, там было. Какие отношения были между евреями и местными жителями? Вы Чувствовали ли вы знаете, какой-то у всех антисемитизм? по-разному. Нет, нет, нет. Там было другого типа, были другого. В основном в эти места, в саму Пермь, и вот эти, была эвакуирована Ленинградская филармония. В Пермь была эвакуирован Ленинградский симфонический оркестр, да? А сюда и опера, вот, Кировская. А сюда, в этих городах, расселили музыкантов этого оркестра. Вот между ними и жителями местными, они же тренировались, они играли на скрипке, им нужно было... А те устраивали веселую жизнь, что они им дают спать. Вот это было. Но что касается евреев, нет. Я никогда не чувствовала, я даже не слышала, чтобы кто-то сказал, что вот ты еврейка, и все. Этого не было абсолютно. Никакого антисемитизма тогда не было. А когда вот нам нужно было оформлять Германию, когда мы только сюда приехали, мы в Чистые направили письмо в архив, и он сохранился, и нам прислали бумаги, где было с наших слов написаны все дни рождения всех нас, 3 детей, моей мамы, моей бабушки. Ну, вот это все было написано. Замечательно. Скажите, пожалуйста, ну а вот я понимаю, что быт был очень тяжелый во время эвакуации, безумный. И тем не менее, что-то еврейское было в этом быту? Нет. К сожалению, нет. Честно говоря, не до этого. Надо было выжить. И уже все это было неинтересно, потому что мы все время были на грани, особенно первые несколько лет. Во-первых, мой младший брат безумно болел. Ну откуда? У мамы вместо молока гной шел из груди, понимаете? И каждый раз он так орал, что она бросала его на кровать, бабушка его забирала и говорила: как тебе не стыдно, тебя еврейский Бог не простит, что ты так к ребенку. Она говорит: а что ты хочешь, что я могу сделать? Вот. И вот такой был быт страшный, что в этом отношении не из чего ничего делать. Муки-то настоящей не было, чтобы спечь там что-то, понимаете? Нет, этого не было. Понятно. Ну, очень понятно, конечно. Да. Ну, потом еще моя младшая, это третья сестра, вторая же, со второй было очень интересно. Когда мы приехали в Бобруйск, нет, когда мы еще жили на Урале, ее позвали в военкомат. Моей маме до войны, она 17-го года, сколько было? 23 года, да? А ей было 20, у них разница всего 1 год. Она фельдшер военнообязанная. Вот. Но поскольку у нее, как говорится, на руках старая бабушка, старые родители, младшая сестра еще не достигшая, то ее на действующий фронт не послали. Ей сделали по-другому. Она абсолютно русская. Голубые глаза, белокурые от природы волосы. Ей сделали в паспорте белоруска и отправили по уходящим. Вот освобождается Белоруссия, да? Значит, уходят немцы. Что они делали? Они засоряли колодцы этим самым возбудителями малярии, сифилиса. Вот моя дочка говорит, что это невозможно, но я знаю точно, потому что ее послали в санитарную команду, которая шла по пятам уходящих немцев и чистила эти колодцы, смотрела, в каком состоянии, чтобы не возникла эпидемия. Понимаете? Вот она была в этих войсках. Они назывались санитарные войска. Базировались они в таком городке Старые Дороги. Это назывался городок. Вот. И там она долго жила до тех пор, пока война не кончилась, и она не вернулась к нам. А вот эта сестра, которая была в мединституте и работала в клубе, она стала разыскивать свой Минский мединститут.
и нашла его в Ярославле. К тому времени, я даже не знаю точно, Ярославль был занят немцами или нет, но там был мединститут. У нее был студенческий билет. Она туда поехала, ее утвердили на тот же курс, и она кончила 4 или 5 курсов мединститута, а потом, когда она кончилась, это был Минский, их перевели в Минск, и она уже кончала ординатуру, и все в Минске. А потом ее направили работать в Мозырь. Знаете, такой город, слышали? Под Мозырем, в этих окрестных деревнях, она стала офтальмологом. Она специализировалась в глазные болезни. Но в деревне, вы же понимаете, только глазные болезни. Там же все. И когда она там стала жить, и папа меня туда отвез на лето, потому что там леса, ягоды, в которых было еще полно снарядов, и меня туда никто не пускал. Вот. Я помню, этот дом простыни вот так вот разгорожен, по ту сторону мы с тетей спим, по эту сторону приходят больные. И очень многие симулировали малярию. Хной вот мазались, а малярия-то желтая, да, и хозяйка говорит: Дуська, возьми ватку и потри по щеке. Они же по-белорусски говорят. Она так сотрет, на вате так говорит, на работу им бедным ставили эти трудодни палочки вот эти. Мы целый год, вот она прошла через это, боялась трахомных было, трахомное заболевание. Она нам на вертолете летала, там дали такую авиацию, знаете, я не знаю, такие, как они назывались эти самолеты, это не вертолеты, как по-другому назывались самолеты. Кукурузники. Кукурузники, и вот она на этих кукурузниках летала, и там была борьба с эпидемией, ну, каких только болячек не было после войны. Вот, это у нее такая была судьба. Потом она работала завглазным отделением в Бобруйске, а потом приехала сюда. Вот. Да. А Юля приехала сюда, тоже работала все время в поликлинике, главной медсестрой в гнойном отделении. У нее вообще руки были. Если бы не она, у меня бы ампутировали грудь, потому что у меня грудь большая. У меня был такой мастит. И, знаете, эти антибиотики, она пришла, грудь подняла, перевязала как следует, у меня все прошло. У нее она была старшая медсестра в гнойном отделении, в Бобруйской больнице, была знаменитая, очень хорошая. Вот, это и была ее. Вышла второй раз замуж, очень неудачно. Но муж у нее прошел Волховский фронт, у него был эндотерит, потому что они в болотах замерзали. Вот, ну и он умер от аппендицита. После того, как он умер, она приехала сюда со своим сыном. Дочь решила остаться в Минске, ни за что не хотела. Приезжала сюда 2 раза, оба раза сказала, она кончила университет, исторический факультет. И что мне тут делать, задницы подтирать? Не хочу. Вернулась туда, и вот она 2 месяца тому назад молодая женщина умерла в нерсинхоме. А сын старший очень успешно здесь, в строительном бизнесе, основал свою компанию. Вот, ему 70, он до сих пор работает. Эту собаку ненавижу. Она такая больная, старая и злая. Знаете, такса на маленьких ножках с огромным пузом. У нас много собак, но все такие прекрасные, а это зараза. Ну вот, я не знаю, что вас еще интересует. Вот так. Меня очень много что интересует. Да, младшая дочь Соня, после того, как бабушка разрушила ее жизнь, она сказала, выйду, вот кто попадется, за того и выйду. И она вышла замуж в те годы на человека, который был на 20 лет ее старше. У нее была жуткая с ним жизнь, жуткая. Он был еврей? Да. У нас было правило идиотов, да. А еще до этого у него был роман, значит, очень много эвакуировали этих солдат, когда ехала назад, и узнавали, что семьи разрушены, погибли, некуда ехать. А Бобруйск, это был даже у Остапа Бендера сказано, хлебный город. И вот у моего дедушкиного брата остановился майор, по-моему, он был, полковник, красавец такой, у которого гражданская профессия была
художник. Он был художник. Я не знаю, известный, неизвестный. Но я знаю, что он увидел мою младшую тетку, влюбился, и она в него. И они пришли, и он просил руки. Бабушка сказала. И что эта моя мамина сестра сказала: Сара, я больше этого, она второй раз меня разрушает. Я жить не хочу. Ну, мало ли кто скажет, я жить не хочу. И что-то у мамы сердце так защемило, она ей очень, это была любимая сестра. И она побежала. У нас ветка железнодорожная проходила через наш город. И мама говорит: ой, мне что-то не нравится. И она побежала на переезд, и видит, так недалеко-то на рельсы легла, чтобы ее поезд. Мама успела, она такая темпераментная очень, стащила ее с рельс, поезд прошел. Она говорит: ты что, идиотка? И вот после этого она сказала: лишь бы за кого. Ну, она с ним родила 2 детей. Сын живет здесь, а дочь не захотела ехать. У нее был страшный диабет. Шикарная моя сестра двоюродная, она тоже уже умерла. Ну, в общем, вот так. Вот у каждой из них. А вот эта, которая врач, она вышла, у нее детей не было. Мы были ее дети. Угу. Я вам рассказала историю всех дочерей и всех родственников. А теперь свою историю. Ну вот вы приехали в Бобруйск, вы стали жить в этом развалюхе доме, но тем не менее жизнь продолжалась. Жизнь продолжалась. Я кончила 10 классов. Кончила в Бобруйске. В Бобруйске, в белорусской школе, потому что в русскую школу я уже не помню, почему меня не взяли. А вот брат мой, который на года 2 месяца меня моложе, он кончал уже школу русскую, такую элитарную. А я кончила эту школу, и мне должны были дать золотую медаль. Я писала сочинения на 2 языках, на русском и на белорусском. Ну, посвящен, естественно, Сталину, это же был 1953 год. Вот, и, значит, директор этой школы с моим отцом учились вместе. Было правило, если 3 человека подтверждают, что они учились вместе, если тебе дают диплом об окончании. Папа нашел 2, 3-го он найти не... 3-й вот был Дашкевич. Кстати, я помню, мы с мамой пошли к нему, и мама стала умолять, чтобы он поставил свою подпись. Он сказал: нет, я такого не помню. Сволочь такая. Потом он мне не дал медаль. Антисемит был жуткий. Вот. Это, значит, вот со мной. Я окончила школу, ну, без медали. Поехала в Петербург. Поступила, он тогда был, в Ленинграде было 2 института. Один Герценовский институт, который снабжал учителями всю Россию, от Камчатки до Калининграда. А второй институт был имени Покровского, это бывшие бестужевские курсы. Он был только для Питера, потому что город большой и нужны учителя. Вот. И я поступила в тот институт, питерский, который через 2 года соединился с Герценовским. У меня в дипломе Герценовский институт, факультет химико-биологический, да. И у меня красный диплом, ни одной 4 нет. И поскольку у меня красный диплом, у нас было такое правило: 5 человек должны были оставаться в европейской части. Остальных, вот мою подругу послали в Абакан, а 2-ю послали на Сахалин. Ну, в общем, понимаете, да? А я, значит, у меня был выбор. В Калининградской области, бывшая Пруссия, работал главным прокурором по уголовным делам мамин двоюродный брат, такой Дима. Вот. И мама, я позвонила, вот, говорю, предлагают Калининградскую область, там еще какие-то. Она говорит: езжай в Калининград, там Дима, и даже разговора быть не может. И я поехала туда, в эту семью. Они уже, там же немцев всех выселили, у них был шикарный. Я впервые увидела совмещенный санузел такой. В Москве, по крайней мере, такого никогда не было. Там все отдельно. Я увидела шикарные комнаты. Это бывший немецкий коттедж. И я с ним пошла в облрано, которая занималась распределением учителей. И он пришел к ним, все так с ним, и он говорит: мою племянницу
отправьте таким образом, чтобы она могла сесть на автобус и в течение часа приехать в Калининград на субботу, воскресенье. Ну и меня послали. Меня послали в такую деревню, она называлась Палтинки. Там был большой молочный завод когда-то. И вот я туда приехала. Представляете деревню, куда выселили чувашей и мордву. Там не было немцев на Волге. Но это была такая беднота, что они там помирали с голоду. Их туда переселили. И наши умные руководители поселили их рядом, когда они ненавидят друг друга по-страшному. Чуваши, у них какое-то одно вероисповедание, у мордвы совсем другое. И между ними бесконечные стычки. Но вот я поселилась в деревне, где чуваши. Я впервые увидела, когда я пришла, ко мне стали приходить учителя. Это 10-летка была. Почему-то в классе Андреевы, Борисовы, там, Сергеевы. Я пошла домой, к этим детям, а мне объяснили, что там, допустим, 5 детей, и все от разных мужчин. И фамилии у них по именем мужчины. От Сергеева Сергеев, от Владимира. Вот. Нам выдавали спирт от сифилиса. У них был такой бытовой сифилис, хотя, как моя дочка потом сказала, такого вообще не бывает. Это те годы, когда было все. Там я была секретарь комсомольской организации, там еврейством никаким не пахло. Вот. И я потом узнала, что там было очень много бежавших полицейских, которые бежали туда, понимаете? Вот. Но антисемитизм нет, я как-то... Там было несколько из Ленинграда, ко мне прекрасно относились. И там я стала работать, и в январе я уехала в Москву, вышла замуж, вернулась, отработала еще. Вот. И уже потом осталась в Москве в школе. Вот это моя... Понятно. Но мы пропустили несколько лет в Бобруйске. Как вы ходили в школу, как жила семья. Да, давайте. Где работали, что ели, как справляли праздники. Да. Значит, в Бобруйске, я уже вам сказала, мой дед, он строитель был тоже хороший, он построил вот рядом с нашей хибарой, где мы жили, построил такой большой дом. В одной половине жил дедушка с бабушкой, а в другой половине жила одна из сестер. Значит, я ходила в школу. Мама работала в детском саду бухгалтером, получала 120 рублей. И это был такой минимум, что мы бегали к соседям, нам не хватало до маминой получки одалживать хлеб. Я как сейчас это помню. Вот. Папу в 49-м году по второму разу забрали. Потому что началась вторая кампания. Поэтому пришел сосед и сказал: Сара, сейчас всех забирают, кто был в плену. А папа в это время, поскольку у него никакого диплома не было, его устроил там приятель на склад, где были ткани для ателье хранились. Его обвинили вроде бы, там было целое, я даже не знаю, как назвать. Значит, его обвинили в неправильном оформлении материальных ценностей, а на самом деле это была, так сказать, крыша, потому что он прошел плен. И когда пришел милиционер и сказал, что забирают, Сара, у тебя какие-то документы. Я как сейчас помню, мама достала справку о том, что он работал в контрразведке СМЕРШ в отделении, которое готовило материал для Нюрнбергского процесса. Вот мне вчера моя приятельница напомнила, с которой я дружу уже 1000 лет. Она говорит, я говорю, там печать с каким-то шрифтом, она говорит, немецкая, готический шрифт. Вот. И на глазах она такая уже пожелтевшая была. Мама ее порвала, эту справку о том, что он там работал, в этом отделении. И когда он вернулся с войны в декабре 1946 года, и нет ни одной фотографии, когда он там работал. Им запрещали фотографироваться. И вообще об этом отделении никто не знал. Он потом, когда приехал, он нам рассказал. Вы нам это мы еще отдельно подробно это целая история, да. Вот. А я ходила в школу. Мама в 49-м году папа работал на складе.
Так у него же был диплом уже университета. Так я же вам только что сказала, чтобы иметь диплом, надо было, чтобы подтвердили 3 Чтобы человека. кто-то подтвердил, да. У него не было диплома. Мгм. Его бы взяли в школу, я так думаю, потому что учителей катастрофически не хватало. Тем более он мог вести математику в классах 1-7 и мог вести географию. И вообще он был уникально образованный человек. И, конечно, из-за нехватки его бы взяли. Но у него нет диплома, поэтому я никогда не забуду этого. Ничего, мама, мы когда ходили, мама, она верит в такого Бога еврейского, который ничего не прощает. Она сказала, он не простит. Он заболел раком, извини за выражение, сдох. Противно. И у меня не было медали. А знаете, почему он мне не дал медаль? Он же не может сказать в открытую. Так он, значит, была всеночная. У нас потрясающий храм в Бобруйске, очень красивый. И, конечно, дети, им просто интересно. Это была 2-я смена. И я была секретарь комсомольской организации класса. И они все говорят, Дита, пошли всеночную смотреть, это же поздно ночью. Они пошли, а я осталась, думаю, ну, я комсомолка, неудобно. Заходит директор, говорит, а где все? Я говорю, ушли. Куда? Всеночную смотреть. Он говорит, а ты почему не ушла? Я говорю, я осталась отметить, кто отсутствует. Ну, и было комсомольское собрание, меня хотели исключить из комсомола. За что? За то, что я так ему ответила. Отпустила весь класс на религиозный праздник. Он сказал, медаль ты у меня не получишь. Ну и что? Ну, не получила я медаль. Все равно все экзамены сдала на 5. Да, потому что школа была русская, но там 90% было, конечно, евреев. То есть никакого антисемитизма в это время вы не ощущали? Нет, потому что вокруг были... Нет. И я очень дружила с русскими ребятами в нашей школе. И вообще... То есть среди друзей были евреи? Да. У меня были евреи в большем количестве и в меньшем количестве русские. Но у меня была и полька, близкая подружка, и русская, которая в МГУ поступила на математический, близкая подружка, русская абсолютно. Вопрос как бы не стоял, понимаете? А в Бобруйске уже, ну, в общем, была какая-то еврейская жизнь, синагога? Ничего подобного. Никакой еврейской жизни в Бобруйске не было. До войны была синагога. После войны там сделали физкультурный кабинет. Да? А когда мы уже уезжали в Америку, мы уехали, там снова сделали синагогу. Вот так. И евреи только были вот эти минины, да, это первое. А второе, мой дед, который стал таким верующим, изучил на иврите эту молитву, которую исполняет во время празднования разрушения храма. Иногда это 1 августа, Тиши-б'яв это называется. Он ходил вот кладбище было еврейское. Там никогда не хоронили русских до определенного времени. Вот он ходил по этим могилам, он читал еврейские молитву, которая посвящается этому. Ему давали рубль, и бутылка кефира у него была с собой. А он уже был старый. И тетка моя, это врач, она его просто ругала, как только могла. Нет, у него был ритуал. В 6 утра встать, пойти в этот минин каждый день. Этот праздник, и на Песах он тоже ходил на еврейское кладбище. И так было с ним, он стал посещать вот эти дела. А потом, когда была афганская война и стали прибывать афганские гробы, то поскольку не было, напротив, через дорогу русское кладбище, там места не было. А еврейское кладбище занимало пол территории. И стали афганцев хоронить, там 2 входа было, центральный и задний. Вот там, около заднего входа. И когда начался жуткий антисемитизм, а он начался тогда, когда евреи стали уезжать в Америку. И начался он из зависти просто. И вот скинхеды, там, во-первых, у нас была организация «Память». Тут же образовалась. И наш сосед принес нам список всех евреев, которые должны были уничтожить и занять их квартиры. Наш сосед был особенный человек.
он был, я даже до сих пор, да, наверное, антисемит, потому что когда он напивался, он был русский, белорус. Когда он напивался, у нас еще тогда не было забора, была такая колючая проволока, все заборы, потому что она валялась на полях, и ее брали, и отгораживались. И он напивался, выходил к этому забору и говорил: ой, меня бы пулемет, я бы усіх жидов вот так вот, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И, значит, мама должна была это слышать. Однажды она его позвала, Вася его звали. У меня мама была какая-то уникальная женщина. Говорит: Вася, вот ты хочешь всех жидов расстрелять, да? Вот сядь, я тебе историческую справку дам. Он сел, она говорит: вот смотри, в 15 веке евреев выгнали из Испании. Где теперь Испания, а? Где она? Что она? Передовая страна или что-то такое? Нет, ее нет. А что с немцами теперь, а? Что с немцами? Что осталось от той Германии, которая уничтожили столько евреев? А теперь, она говорит, перейдем к тебе. Вот смотри, у тебя сын сидит в тюрьме, у тебя жена болеет туберкулезом, у тебя кабан заболел трихинозом. Знаете, когда мы покупали свиней в Западной Беларуси, они были заражены. Трихиноз – это страшное заболевание, человек от него погибает. Вот. 10 пудов кабан, он заплатил сумасшедшие деньги и вынужден был его разрезать, уничтожить и сжечь, потому что по-другому... Да, у тебя даже кот заболеет, его тоже зовут Васька. Ты понимаешь, а у тебя трофические язвы на ногах и никогда не пройдут, пока ты будешь таким антисемитом. Надо его перепугать, это записывать надо. Мне всегда девочки говорят: ты так почему книжки не пишешь? Он ушел, потом он построил забор, все, посадил виноград. Там на Беларуси виноград только начинался. Потому что я приезжаю на каникулы, смотрю, на нашу сторону свешиваются кисти. И мама собрала эти кисти и кричит: Вась, забирай свой виноград. Говорит: не, Сара, это тебе. Огурцами снабжал. Ну, вообще, человек перепугался до смерти, если бы все такие были. Вот, так что вот это была такая жизнь. А папу в 49 году услали под Нерчинск строить дорогу Абакан-Тайшет. Ему дали 5 лет. Окей. Значит, мы дошли уже до того, как вы закончили институт, уехали на практику, на работу. Да. А как вы встретили своего будущего мужа? Где вы мы учились в школе вместе. Все очень просто. Мы учились в школе, правда, в разных... Он на год был меня младше, в разных школах, но он был лучший друг моего брата. Вот, вот что значит иметь старшего брата. Да, говорите. Вот, и они очень сильно дружили. Вот, а на лето же все студенты приезжали. У нас в Бобруйске отключался такая главная улица, социалистическая, социалка. Значит, вот как Арбат, перестали ходить эти машины, и студенчество, все еврейское выплескивалось. Там начинались такие романы, что... Это вообще. Ну вот, и, значит, вот таким образом все это пошло. Я вышла замуж в Москву, устроилась работать в школу, если, может, вы знаете, в район, Тимирязевский район. Прекрасно знаю. Прекрасно. Там была улица Зои и Александра Космодемьянских, а в школа 603. Это был школа, во дворе которой был дом, где жила Зоя Космодемьянская. Вот я устроилась работать в эту школу, я вела там биологию. Очень интересно. Дело в том, что генетика была запрещена. А когда ее открыли, и когда приехал директор института генетики Дубинин, и в школу ввели в 9 класс основы генетики. И сложно это очень все дело. А кому дать, если не мне? Ну, дали мне, я пошла на эти курсы генетиков. Там как раз институт генетики был там, где я жила на Ленинском проспекте. В доме 1000 мелочей, тоже очень элитарный дом. Да, и я пошла в этот институт, я там
год пробыла на этих курсах, они там сделали таблицы, они все. И я провела этот курс. Дети умирали, им так это нравилось, почему глаза голубые, почему черные, почему это, почему то. Ну, мы же легкий такой, поверхностный, но все равно было интересно. И я там работала до 83-го года в школе, а потом у меня родился внук. А мне 45 лет, и можно уйти на учительскую пенсию. Это 500 рублей, потому что у меня стаж был большой, 28 лет, надо было стаж. И я ушла и сидела со своим красавцем. Вот и все. Но, есть одно но, у меня были ученики, потому что меня так, это некрасиво говорить, уважали, любили дети в школе, что потом, когда я звонила, они говорили: Лиза Романовна, с вашей руки столько людей пошло на химфак, они не знали, что такое химфак, в университет на химфак и в медицинские институты, там профилирующие сдавать нужно химию. И поэтому я набрала учеников, но ученики имели... Родители учеников имели вот такое преимущество, что они думали, что если репетирует человек, работающий в мединституте, то это гарантия. Ничего, это совершенно ни о чем не говорит. Во-первых. Во-вторых, несколько лет подряд меня приглашали принимать экзамены по химии в 3-й медицинский. Вот, и я принимала. И поэтому меня там знали. И когда моя дочь стала сдавать, то я позвонила и сказала: попробуйте ее завалить, потому что там уже был жуткий антисемитизм, евреев не брали, или по большому блату, ну, в общем, вот такая была история. Я сидела с внуком, она поступила все-таки в медицинский институт. Правда, она училась в 3-м медицинском. Почему? Потому что он тоже не посылал по всему Союзу. Это было для Москвы. Но преимущество было в том, что вот ординатуру она качала, это очень важно, при 1-м медицинском институте, хорошую ординатуру, и работала в больнице для беременных с проблемами почек. Да, такая была знаменитая 20-я больница. И ну, у нас были знакомые, и однажды к ней обратился ее двоюродный брат, который учился вместе с женой, со сестрой жены Высоцкого, первой. И когда у Никиты был роман, и у него была девочка, которая имела проблемы с почками и забеременела. Вот, так через 10-й это обратились к моей дочери, может ли она ее устроить в вот эту клинику. Ну, какая Марина сама ординатор, видишь, она ничего не могла. Вот. Ну, вот она работала в 20-й больнице, прошла все круги ада и решила, что нет, ну лучше будет терапевт. И мой брат двоюродный ее со стороны отца, он зав. Отделением урологии 2-й клинической больницы был. У него лежал и Брежнев, и Андропов, и он потрясающий врач. Сволочь по своему человеческому, но врач гениальный. Вот. И он ее повел в отделение диализа, она это все увидела, тогда еще не было одноразовых игл, и все, это же было все по-другому. Ей 63 года, она кончила, когда мединститут, но она все время держит руку на пульсе. Но не в этом дело. Дело в том, что она пересмотрела кожу, ну, все, что она могла, и решила, терапия, хоть и сложная, потому что там надо знать все и ни черта не знаешь. Но все-таки она все это... И английская спецшкола, конечно. Тут я ее подняла, потому что она не это TOEFL, она почти не было проблем никаких. Замечательно. И вот ваши... ну, мы еще поговорим про братьев, вы про них ничего пока не рассказали. Но сначала вот, собственно, жизнь в Москве, в вашей семье, вы, муж и дочь. Как там проходила жизнь? Значит, там такая была история. Когда мы поженились с мужем, у нас квартиры не было. Мы, знаете, в эти Михалковские переулки, Коптевский рынок, в том месте, в таком жутком, снимали квартиру, комнату, вернее. Потом сестра моего мужа, у нее муж был очень знаменитый юрист,
Вот. Они в строительном, в каком-то большом строительном в офисе, или как они назывались, в строительном отделе, вот, он получил на Ленинском проспекте квартиру. Но тогда же надо было определенное количество людей, чтобы определенное количество метров. Они нас вписали, они получили, и мы получили эту квартиру на Ленинском. У них было 17 и 18, две смежные, у нас было 12. И мы стали искать размен. И мой муж этим много занимался, и мы разменяли. Я уехала в квартиру с одной комнатой, 17 метров, и на этом этаже уехала его сестра с мужем и с дочерью в отдельную квартиру. И вот в этой квартире, где я жила в 17-метровой, мы втроем, я, дочка и муж, мы жили, я работала в школе в 603-й, вот, ездила очень далеко. И, значит, мой муж стал, у них был кооператив в организации, он работал в такой большой организации, которая строила доменные печи. Вот, он кончил институт стали, доменный факультет. И, значит, он взял очередь в кооперативе, потому что он был, лиджи был, потому что одна комната. И мы построили кооператив и выселили туда мою соседку. Потому что у нас было 17, и мы заняли эту квартиру. Одна комната 17, одна 12, шикарный коридор 9 метров, Ленинский проспект. Ну, какого черта мы поперлись в Америку? Вопрос. Но вопрос был вот в чем. Почему? Дело в том, что после окончания института Марину направили работать терапевтом, участковым. Куда? Там, где у них был с мужем кооператив. Это Бабушкинский район. Сначала это была деревня Бабушкина, потом это был район Бабушкинский. Вот. И там мы им совместно с родителями мужа построили кооператив. Она там работала участковым врачом. Что там было плохо? Там не снесли всю деревню. Там были сады, там были деревянные дома, и там была малина, настоящая блатная малина. А у нее как у терапевтов? У них же смена бывает утром и бывает вечером. Вот. И когда она уходила на вечерние обходы, я думала, что я умру. Там бандитов было, а у нее такая еврейская внешность у Марины, что даже больные, когда начали ее посещать, они говорили, выходили и говорили, ой, доктор хороший, хоть и евреечка. Вот это все время звучало, да. Первый раз тоже вышла, она вышла, долго больного держала, они все сидят там, арбузы привезли. Она, Марина, вышла, она такая, у меня стержень хороший, вышла и говорит, это в очереди за арбузами можете сидеть сколько хотите, а у меня так не будет никогда. Хотите, чтобы у вас был хороший врач, сидите и ждите. Если вы считаете, что ваше здоровье менее стоит, чем ваши арбузы, пожалуйста, идите. Вот после этого зауважали. Ну вот так оттуда она и... Да, ну и была деталь. Значит... Может быть, где-то принести воды вам? Да нет, пока не надо. Деталь была такая. Организовались первые курсы по СПИДу. Организовал их знаменитый кардиолог, личный врач этого Брежнева. Сейчас не вспомним. Очень далеко, где-то далеко надо было ехать. Моя дочь, у которой были прекрасные отношения с директором института, Соколов такой, который сказал, Марина, я в тебя влюблен. Если бы у тебя были длинные пальцы, я бы из тебя сделал хирурга. Да, и вот она пришла к нему и говорит, дура, вы не могли бы назначить меня на эти курсы? Она уже институт кончила. Он так тихо говорит, Марина, это тебе могу сказать, есть разнарядка. Посылать на эти курсы только людей коренной национальности. Она пришла ошеломленная. Ну, во-первых, еще не про этот СПИД, кроме того, что он заразен, никто ничего не знал. Уже пришла разнарядка. И она пришла, мы были там у них, она говорит, мама, мы уезжаем. Она была зачинатель. Мы уехали. Причем сначала уехали они. Это был
90, это был 89-й год, да, 89-й год. Отец коммунист, заместитель председателя, значит, вот РСФСР, да, там есть отделы, министерства. Вот Министерство легкой промышленности. Он был заместитель председателя легкой промышленности. Это большая должность. Он кончил профессорский институт красной профессуры, но был страшно религиозный. И он ходил в синагогу на Арбате, на Архипова, накрывшись капюшоном, чтобы его никто не видел, стоял спиной. Он так рисковал. Может, теперь что бы было, если бы его там самое. Он в субботу обязательно ходил, вот тут синагога, это уже здесь, он все время ходил в синагогу, у него был молитвенник, он соблюдал все еврейские праздники, и Пасху, и Йом-Кипур, ну, все, что есть. Вот. Еда, жена была никакого отношения, Амалия Марковна, вот, потому что у нее брат был такой коммунист, вот. А он, несмотря ни на что, очень верующий, очень был верующий. Его вся синагога знала, вот это. Вот. И к нему даже приходил здесь у нас на 3-м этаже, на 1-м этаже живет тоже очень больной дядька, но он тоже верующий очень. К нему домой приходят молитву совершать. И к нему приходили, когда он уже был совсем старый, не мог ходить в синагогу. Но все, у нас был сейдер, у нас все праздники у них были, пока он не умер. Это когда вы жили в Москве? Нет, это когда мы жили здесь. А в Москве он тайком ходил в синагогу. А вы как-то справляли тоже в Москве все праздники или не очень? Нет, честно, нет. Как есть, так и есть. Во-первых, я не могла пойти в синагогу. Я ходила в синагогу, знаете, несколько раз. Для чего? Купить молитвенники дедушке. Я им покупала, и когда приезжала в Бобруйск навещать родителей, я ему Поэтому дедушка всех обеспечивал молитвами из синагоги на Архипова. Тогда еще не было такого количества синагог, как сейчас, и вообще все было по-другому. Да, все было по-другому. Вот. И он очень был религиозный, его отец. Ну, это очень хотел, чтобы мы, когда родился его, значит, внук, обрезание сделать. Дочка сказала, ни за что, ничего. Ну, в общем, так. Вот такая была там семья моего зятя. А братья ваши? Значит, братья так, старший брат. Он кончил школу на русском языке. Очень хорошо кончил, но без медалей. Приехал в Питер, поступил в кораблестроительный институт. Это был промежуток между смертью Сталина и когда уже начался оголтелый антисемитизм, да, тогда был момент такой оттепели, то есть не обращали внимания. А как его звали? Его звали Семен. Семен Романович, красавец очень был, такой скандинав с такой бородкой, белокурый, сероглазый, ну, в общем, немножко другая. И поскольку я и он как будто бы из разных эпох, ну, совершенно не похожи, а разница в год. И я из этой корабелки не вылезала, потому что там танцы, там вообще был такой свободный дух. Почему? Потому что там было очень много иностранцев. Там были немцы, чехи, венгры, кто еще? Ну, вся вот эта восточный блок, как мы говорим. Немцы ели... Это в Ленинграде? В Ленинграде уже, да. Там построили первое метро, которое шло в Автово. Там была эта общага, там танцевали свифт, там танцевали шейк, там все было такое. Потому что эти ребята все это привозили. Да, и там была у него две приятельницы. Одна приятельница Марина Рабинович, но вообще ее фамилия отца Войнович. Значит, отец у нее был, я даже не знаю, надо это рассказывать, нет. Отец у нее был главный художник Киевского оперного театра. Представляете, уровень образованности. Когда была война, и он был на войне, он был лейтенантом, и они в Дрездене шли мимо какого-то места, которое как-то ему...
он что-то посмотрел, сказал, что это такое за катакомбы, не поймешь. И они зашли в эту пещеру, а там ящики. И он приказал, он и 5 солдат, он приказал этим солдатам открыть эти ящики. Они говорят, ой, да что вы, зачем это какое-то барахло немецкое? А там картины. А он, значит, они достали все эти картины Дрезденской галереи, которая потом была выставка этого самого в Москве. Сначала они реставрировали их очень долго. Первая выставка была в Москве, что там делалось, это был сумасшедший дом. Вторая выставка была в Ленинграде, или первая, вторая в Москве, я уже точно не помню. Вот я и мой брат дружили с его дочерью. Его дочь красавица, но с очень жуткой фигурой Верка Рабинович. Единственная была в мужской группе. Но образованность этой девочки из Киева, а я из Бобруйска, представляете? И она говорит, как-то я пришла, она сидит, разговаривает, там, у него в комнате было 4 евреев. 4. А 5 тоже был, отчим тоже был еврей из Северодвинска. И вот мы разговариваем, она говорит, вы знаете, что такое Эрмитаж? Ну, я образованная, она говорит, ну, я слышала, есть такой музей в Питере. Она говорит, вот пойдем. Она пошла, познакомилась с главным экскурсоводом, такая Дора Абрамовна. И нас записали на курсы по западноевропейскому искусству. И мы с этой Верой прошли все картины Эрмитажа, какие только были. Руководила эта Дора Абрамовна, одинокая, перенесшая блокаду, которая спасла столько картин эрмитажных, и же продавали Сталин, да? Она была на всех свадьбах своих этих вот. Она была, вот у меня фотография есть у моего брата, где он регистрирует свой брак, и сзади стоит Дора Абрамовна, понимаете? И я с этой Верой очень дружила. И Вера влюбилась в одного парня по фамилии Костюкович. Его папа был директор МТС под Гомелем. Этот Костюкович красавец писанный, но что там говорить. Они поженились и приехали в Киев. В Киеве такой был есть судостроительный завод. Но они же корабелы, их там устроили. Он стал пить. И они из этой семьи его попросили выйти вон. Но, да, кстати, ее отец написал книгу. Эта книга очень известная, как нашли, по-моему, я не помню, «Зеленое дерево жизни». Я не помню, как называлась эта книга. Вот. И он уехал, а дочка осталась, Лялька. Вот, и когда она приезжала, ее мама с Лялькой в Ленинград, мы встречались, я эту Ляльку на руках, ну, чудная девочка, она выросла. Приехала в Москву, поступила в МГУ, у нее же русская, она в паспорте, и фамилия-то Костюкович. Вот, Елена, я не помню, как, Викторовна, что ли. Короче говоря, она, значит, поступила, кончила и поехала стажироваться в Милан, ну, в Италию. Там она встретила, у нее была работа дипломная, «Искусство эпохи Возрождения». Там она встретила экскурсовода, она влюбилась, она вышла за него замуж. Она вот такую толстую книгу на 3 языках. Русский, английский и итальянский. Ну, хорошо, мне эту книгу мой соученик моего брата, я дружила со всеми его, показал по скайпу, она ему прислала. Это Лялька. В общем, короче, проходит какое-то время, мне дочка приносит рассказы Улицкой. И я читаю один рассказ о том, что Улицкой поставили диагноз рак груди, и она решила попрощаться со всеми приятельницами, которые и в Италии, у него такой очень широкий круг. И она поехала в Милан. И вот я читаю, пишу, написано. Ой, в Милане меня встретила моя, хоть и моложе меня, прекрасная искусствовед Елена Костюкович. Мне становится дурно. Я звоню своему младшему брату, который жил у старшего, когда поступил в мединститут. Там не дали общежитие, и он жил, он со всеми с ними общался, он вообще.
Я говорю, Толя, ты знаешь, я им читаю этот отрывок. Он говорит, звони Улицкой. Я говорю, больше мне делать нечего. О чем я с ней говорить буду? Что я ее подружку на руках нянчила. Вот видите, какие бывают интересные встречи. Замечательные рассказы. Да. Ну хорошо. Значит, мы поговорили уже и о дочери. Да, теперь... это я вам про старшего внук, брата рассказала. Внук. Подождите, внук. про младшего брата докончу уже. Да, про младшего брата. Окончу младшего брата. Младший брат учился в школе, очень плохо учился. Перешел на вечерний, потому что я позвонила и сказала, у Толи должен быть обязательно стаж рабочий, иначе у Хрущева был такой закидон. Он пошел работать в артели, Осипенко красил. Тут у нас живет мужик, который с ним работал в одном цеху. В общем, он получил эту бумагу, приехал, поступил в мединститут, на факультет, это санитарно-гигиенический институт, на факультет микробиологии, что-то, санитарный врач и микробиолог. И он окончил институт, работал в Бобруйске санитарным врачом. Однажды пришел и сказал, мам, меня посадят. Он жил с родителями, у нас дом уже был хороший. Она говорит, почему? Потому что меня заставляют писать фальшивые протоколы. Вот, например, полиоросили дустом. Дуст я обнаруживаю в молоке кормящих матерей, а меня заставляют писать, что все хорошо. Она говорит, я не знаю, что он пиши, что он говорит, я не могу. Я не могу. А там другие санитарные врачи обойдут все столовые, им по десятке вложат в книжки, и все в порядке. Он мне звонит, говорит, Ида, у тебя есть кто-то знакомый в Москве в институте усовершенствования врачей? Я говорю, есть. Он говорит, сделай мне, чтобы я мог пойти учиться. И у меня приятельница тоже своеобразная очень девочка была. У нее был любовник там. И она, значит, на этот факультет его устроила. Он кончил факультет ЛФК, лечебная физкультура, это все. Вернулся в Бобруйск, работал в таком диспансере врачом, оттуда и уехал сюда. Здесь он тоже очень медицински образованный, кончил 4-годичный курс хиропракторов. Это не такие, которые там были физиками, а здесь стали это. И у него был свой бизнес. И он проработал, и потом он сейчас ретайрит, живет с женой, 2 дочери, которые очень успешно вышли замуж за ирландцев. Там прекрасные семьи. У одной дочери миллионер вообще, а вторая тоже у нее муж. В общем, это уже другая история. Это уже другая история. Это уже другая история. Вот это мои братья. Теперь мой внук. Он, значит, родился в 1982 году в Москве. Причем очень тоже интересно. В 1982 году в Москве бушевал стафилококк в роддомах, если вы помните такое. Нет. Мой двоюродный брат, у которого, значит, мой муж и его мама, брат и сестра, он, я уже вам говорила, был зав. Отделением во 2-й клинической больнице, зав. Урологии. И у них был учебный корпус. Там было отделение роддом и еще какое-то. И поскольку это был маленький, учебный, то он туда устроил мою дочь, значит, рожать. И она уже была, по-моему, на 4-м курсе. Или нет, я вру, на 2-м. В общем, она родила Марину, то есть это Савочку. И когда она лежала в палате после родовой, медсестры все напились. И пришла медсестра, значит, у нее началось палатное кровотечение. Пришла медсестра, открывает коробку с этими препаратами, заряжает один шприц, другой. В этот же шприц третий. Марина смотрит, а что это вы такое делаете? Она говорит, надо же остановить кровотечение. Она говорит, остановить, не убить меня. А ты откуда знаешь? Она говорит, что я тоже медик. Представляете? В таком... в общем, она там полежала, пришла и стала жить у нас со своим сынулей. И я его главный куратор. У них дача, у мужа очень хорошая, знаете, строитель под Мытищами. И все было бы хорошо. Но в Мытищах есть 5 химических заводов без заглушек. Когда выходишь на эту станцию, воняет, знаете, как
новая клеенка, как воняет, да? И я туда, моего внука, я начать роман, начинает борьбу, собирает людей. Чтобы заглушки поставили, это же кошмар какой, травят так людей, понимаете? Ну, я эту борьбу долго не продолжала, они уехали в Америку, когда ему было 6 лет. Но тик у него остался от этой химии. Время, когда он был маленький, было очень большое. Теперь, когда он нервничает, в то же время это меня подергивает. Он кончил Шампель, защитился по 2 профессиям, что-то бизнес, администрейшн и что-то такое. Я не могу проговорить. Вот, получил 2 красных диплома, очень хорошо, у него голова хорошая, и получил работу в AT&T. И проработал там 15 или 20 лет, ну, просто после окончания. И там ему уже не понравилось, и он стал искать другую, и нашел. Сейчас он работает в Google. Да, это единственное, что он, открою вам секрет, он очень своеобразный мальчик, он бахаец. Он исповедует бахаизм. Почему? У него на курсе с ним в группе училось несколько бахайцев. У одних бахайцев родители были юристы, жили в Хайфе и работали в этом храме в Хайфском. А у второго просто родители, ну, потрясающие, я с ними знакома, это шикарные люди. Вот, и они его к этому делу приобщили. А он вообще такой, ну, как вам сказать, ой, я даже не знаю. В общем, у них же храм такой на горе, там, знаете, где, вот. Он стал привлекать свою жену. А у нее очень умная мама. Они были протестанты, американцы, коренные. Значит, отец немец из Мюнхена. Такой. У меня как-то... это другая еще очень интересная история. Вот. А мама наполовину гречанка, наполовину англичанка. Очень хорошая семья. Ну вот. И он хорошо в этой семье адаптировался, и у него жена тоже стала бахаисткой. Но самое интересное, что она же врожденная американка, у нее такой язык, она все знает. И она пошла по этой лестнице вверх, как мы ее называем, фроська-коммунистка. По всяким ездит конференциям, потому что это растение, это движение очень растет. Вот. И мой внук уже был 2 раза в Израиле, а она была, по-моему, 1 раз, там, где был их гуру, и там все такое. И вот моя дочь сначала очень нервничала. Потом там был какой-то сбор, и Марину он пригласил. Он говорит: мам, ну иди посмотри, какие там люди. Она пришла, увидела своего знакомого профессора нейрологии, увидела там знаменитых очень лоеров, увидела такую элиту американскую, которая, в общем-то, евреи. Но они тоже исповедуют бахаизм. Ну, что я могу сделать? Замечательно. Да, у меня подруга все время, лучше, чем если бы он был хасидом. Не было бы телевизора, не здоровался с тобой за руку. Потому что ты женщина. И я говорю: черту, говорю. У них религия времен тех, это самое. Зачем тебе это надо? Он такой альтруист. Нашла это слово. Замечательно. А это внук, а правнуки? Правнуки у меня симпатичные. Девочка, ей 13 лет, Ильяна, это какое-то древнееврейское очень из Библии имя. Она математически очень одаренная. Она ходит в школу в 7 класс, а по математике ездит в другую школу, в 8. Очень одаренная девочка. Поет очень хорошо, куда только она не лезет, и театральные, и конькобежные, и цирковые, все кружки, которые есть, она везде такая активистка, красивая, с очень прекрасной ноги от ушей, очень самостоятельная. И любит всякие нацепульки. Мама, кроме обручального кольца, ничего не носит. Она делает сама шикарные серьги, кольца, и очень любит, когда ей свое все это отдаю. Я не знаю, в кого. Но вот она такая. Лилиана, да? Ильяна. Ильяна. Да, первая буква Е. Ильяна, по-английски.
оригинальная девочка, но все, что Марина приготовит, она будет кушать, не капризничает, такие спичи произносит на день рождения, ну просто язык очень хороший. По-русски, когда они учились в другой школе, сейчас они учатся в Скокской школе, он живет в Скоках, там, где Диваншир, знаете, такое место. Вот там бассейн, очень хорошее место. Вот, так когда она училась в другой школе, то есть вот первые классы, вот, но надо же было ее возить, понимаете? Вот, а потом она стала такая самостоятельная, все она. Но они ходят на эти чтения бахайские, в этот храм. Там же молитвы не бывает. Там просто, как они, я забыла, как они, забыла. Вот по пятницам они собираются, и там они поют какие-то, она очень хорошие песни. Там очень образованная, хорошая публика, и я свои... Во-первых, я ничего не могу сделать даже при желании. А во-вторых, я не хочу, это их жизнь, это их все. Вот. А мальчик, он очень красивый, вылитый внук, вылитый. Вот смотришь фотографии, не отличишь. Ну, как все мальчишки. Он как этот самый такой. А как его зовут? Его зовут Джасайя. Да. Вот тут я уже не знаю, откуда они взяли это имя, но я посмотрела по интернету очень много. Это имя очень популярное, он очень хорошо очень рисует. Он, по-моему, в пятый, что ли, или шестой, я не помню. У них своя жизнь. Да, когда они учились в общеобразовательной школе еще в начале, значит, моя невестка работала в частной школе еврейской. Глава этой частной школы, родительские, одни евреи, они могут выцарапать ваше нутро. Это такая публика американская, ужасная. Вот. И там учился ее младший сын, вот этот Джасайя, потому что учителям большая скидка была. Они платили $10 000 за год. А она училась, есть такая public school показательная, где там, ой, чего там только нет. Вот, она училась в этой школе. И эта школа была, такая очень хорошая школа. Вот, и там пришла как-то родительское собрание было, пришел мой зять туда, и видит, стоят двое, разговаривают по-русски. Он к ним подошел, и они говорят, мы своего мальчика в этот класс, там, где Ильяночка учится. И мой зять говорит, Ильяна, you have to study Russian because you've been to... А она говорит, this funny language, I don't need it. Вот, funny language. Мама это тоже набрала пластинок, учебников, значит, по-русски. Ни черта у нее не получилось. Это сложный язык. Мне кажется, легче выучить английский, чем русский. Мне так кажется. Потому что там сложно. Я помню, я уже вам рассказывала, или не вам, я уже забыла. Когда мы ходили с моей племянницей, она кончила Норсвестер. Вот старшего брата, дочь, она кончила Норсвестер отделение музыки. И она, значит, мы с ней пошли на Бабий Яр Шостаковича, потому что она еще тогда была студенткой, и им на 2 лица бесплатные. И мы едем назад, и с нами едут участники хора, там же хор большой. Вот, и этот мальчик один, они все ее знают, Каринку, и она, кстати, очень интересная, надо будет как-нибудь вам показать, она красавица. В общем, она говорит, все хорошо, вы с акцентом. Почему? У нас был специальный учитель русского. Учитель не виноват, потому что в английском языке нет мягкого знака. Так что вы поете, он чувствуется. А чем она занимается после музыки Норсвестерна? Она сейчас работает в Норсвестерне, преподает. Преподает. И она преподает не так много, у нее мало уроков. Она аккомпаниатор. И она записана в Чикаго из школы аккомпаниаторов. И когда певцу для тренировки, не с оркестром, подождите, с хорошим пианистом, первое, что делает, заказывает ее. Потому что аккомпаниатор – это очень сложная вещь. Да? Это намного сложнее, чем просто быть исполнителем. Поэтому она очень
в своих музыкальных кругах очень хорошо известна. Муж у нее очень хорошо зарабатывает, поэтому она сейчас взяла парт-тайм, потому что у нее сын, который сейчас в этом году поступил в Шампейн, там тоже золотая голова, что у мужа, что это наш фамильный университет. Да, замечательно. У меня и брата обе дочери кончили Шампейн. Одна кончила факультет, ну, она занимается страхованием, а вторая поступила на биофак. И очень хотела сделать диссертацию по пчелам. Но преподаватель уехал в Австралию, и пришел ее декан, говорит: Сара, какие пчелы, какие это самые, что ты волнуешься? Защищай диссертацию по домашним животным, которые не дают людям спокойно жить. Она говорит: это кто? Клопы, клопы, блохи, вот и блохи, клопы, тараканы, все такое. У нее работа вот стоит. Я думаю. Да, и вот даже наш дом с этой компанией Андерсон одно время заключил контракт. У нас же было столько клопов и тараканов, сколько вы себе не представляете. Но она в этом году ушла. Уже все, не хочет нам больше работать, потому что у нее муж миллионерка, черта и работать. Над детьми заниматься. У нее старший сын такой не очень благополучный в смысле здоровья. Ну, то у нее тоже 2 детей, все нормально. Замечательно. Что все про Вы семью. хотели отдельно поговорить про папу. Да. Вот это давайте, самое сейчас, самое время. главное, и я думаю, на этом кончим. Да. Потому что... Значит, мой отец был, ушел в армию в 1941 году, 24 числа, вот как стой в костюме, без всяких документов, без ничего, ушел. Посадили из этой Свислочи всех этих самых людей этого возраста, увезли в Минск, я уже вам говорила. Там из них организовали такую бригаду, и в первую очередь их там пленили под Харьковом, там 1 миллион наших был. И он там сказал, что он не еврей, и привезли в Заксенхаузен, это под Берлином. Кстати, вот эта девочка, о которой только что рассказала пианистка, поехала туда 2 года тому назад посмотреть, что это такое. А в Яд-Вашеме есть лагерь, есть комната, посвященная концентрационным военным лагерям. Не гражданским, а военным. И там есть этот Заксенхаузен тоже. Это под Дрезденом. Ну, значит, их привезли в этот Заксенхаузен. Их стали из них формировать рабочие бригады. Что интересно в этом лагере? Во время, когда высаживались немецкие десанты, в Балтийском море был, я забыла название этого острова, где был офицерский корпус. То есть там жили офицеры, которые охраняли как бы эту границу. И ночью их немцы захватили. Захватили, кого-то убили, интернировали в этот лагерь. Они были морские офицеры, они были все коммунисты, они были потрясающе честные люди. Они сформировали там такую ячейку, задача которой была по возможности помогать узникам, потому что у нас не было заключено соглашение с Красным Крестом. В отличие от англичан, французов, папа мне рассказывал, что через проволоку был английский, куда попали англичане, да, они могли и молиться, и талосы носить, и посылки получить, все что угодно. Красный Крест им все это обеспечивал, понимаете? А у нас же ничего. И вот они помогали. Значит, папа, когда окончал университет, у него была дипломная работа. Народы Северного Кавказа, они всегда его очень интересовали. Поехать туда он не мог, но он очень много изучил литературу, и там же очень много народностей. Там есть лезгины, там есть дагестанцы, там есть черкесы, все что угодно. Он, значит, все это изучал, и он решил, посоветовавшись с этими ребятами, что он будет осетином. Почему осетин? Потому что этот язык, как правило, это небольшая народность, и его вряд ли кто знает. Вот, значит, он был осетин Борис Таиров. У них всегда, у осетинов фамилия Наив кончается. Вот смотрите, был знаменитый Юрий Тимирканов, он тоже был осетин.
Вот, он был Борис Таиров, папа. Языка, конечно, нет. И что немцы делали? Они организовывали языковые группы. Вот, например, ты говоришь, что ты армянин. Значит, группа из армян, и попробуйте говорить на этом грузин. Такая же история. Но про евреев не было речи, евреев уже там давно не было. И вот когда он сидел, там их выстраивали впереди, они стояли, и шла группа из цыган. Немцы к цыганам относились как и к евреям, они их тоже старались уничтожить. Папа до войны был председателем этого самого бюро присяжных. Знаете, потом он был, потом... Вот. А под нашей деревней стоял табор цыганский. Цыгане воровали лошадей колхозных, и папа засадил этого, он был главарем цыгана, на несколько лет в тюрьму. И надо такое случиться. Он говорил: Конторович, он назвал его: ты что тут делаешь? Ты что? Кто ты? Он говорит: ты обознался. Они говорили по-русски: ты обознался. Потом вся это, когда осетин, там не было осетинов, к счастью, вот, и папа пришел в свой барак, и он это все рассказал. Ночью этого цыгана повесили в туалете. Это было первое. Так. Второй раз папу вызвали в гестапо. И там был отдел гестапо, там должны были... Я не знаю, что они там собирались. Они раздевали догола. Но дело в том, что и мусульмане обрезанцы, и евреи обрезаны, что они... Но, во всяком случае, папу тут же положили в тифозный барак. Немцы боялись тифа больше, чем снарядов. Они не подходили, а там работали арестованные, мало врачей было в армии, работали, то есть плененные в этих бараках тифозных, понимаете? Так ему удалось избежать гестапо. Вот. Ну, а потом, когда уже началась да, а он был записан в этот, в отряд, который делает обувь чинит. Ну, там же это годы, снашивается все. И однажды у него эти подметки выпали из рукава. Он рассказывал такие детали. И еле тоже выдержал это все. Эту зону, к сожалению, Красная Армия захватила. Там же по зонам было кто-то французы, кто-то англичане. Вот сюда пришли советские войска. Их выстроили в робах в этих. И генерал сказал: у вас евреи сохранились? Я не помню, папа называл фамилию. Вышел папа и еще 9 человек. Как им удалось? Самое главное, что папа переписывался с московским, это мне Нина Дубровская рассказала здесь, с человеком, который жил в Ростове-на-Дону, ну еще с кем, я просто не помню. Вот. И первый вопрос, а второй вопрос: кто хорошо знает немецкий язык? Папа поднял руку, он говорит: откуда? Он говорит: ну, у меня был учитель немецкого языка, он рассказал всю историю семьи, а тут я, говорит, еще больше усовершенствовала. И, говорит, их всех куда-то отвели, а сказали: а вы пойдете со мной. Ну вот, ему предложили работать в отделении контрразведки СМЕРШ, готовить материалы к Нюрнбергской. Там очень много материалов было не только на немецком языке, а были и на старонемецком языке. Ну, все то, что папа знал. Более того, ему иногда приводили немцев, которых допрашивали, и наши переводчики не могли понять, что они говорят. Оказывается, в Саксонии другое произношение. Папа знал, как произносится саксонский, потому что он учитель, к счастью, был оттуда, понимаете? Потрясающе, да. Ну вот первое письмо пришло в 1946 году, первое письмо, потом он приехал в декабре 1946 года. Я никогда не забуду, как он сидел, вся семья была, и он рассказывал. Он рассказывал, как приезжал к нему Власов, он его видел, формировать эти самые себе людей. И было очень много
кто пошел за ним, понимаете, кто ненавидел советскую власть. Ну вот. А потом, когда кончилась война, он получил эту бумагу. Дело в том, что ходило о разведке СМЕРШ. Это заградительные отряды, это расстрелы, это все. А про это отделение практически никто не знал. Вот. Ну и, значит, дальше, я вам уже говорила, он, когда вернулся, в 1949 году его по новой забрали, он поехал, когда наш сосед предупредил, что собирает, он уехал к сестрам жены его брата в Драгобыч. Там он пробыл год. А потом он понял, может, уже про него забыли, и он поехал к другому брату, который жил в Риге. Вот. И там его арестовали. Его привезли, суд был в Бобруйске, его увезли на 5 лет строить под Нерчинском дорогу Абакан-Кайшет. Сначала он был буквально немного среди блатных, пока его не... Потом он был среди политических, вот. И, в общем, он не сидел 5 лет, потому что я была в 8 классе, мне было 14 лет, какой-то был год, я с 35-го года. Ну, я не помню, в общем, Сталин, как он всегда говорил, сдох в марте, а папа уже был в конце мая, в начале июня дома. Ну и тут началась у него вторая эпопея. ГУЛАГ, значит. Мама ему туда посылала посылки с луком и чесноком, потому что там свирепствовала цинга. И эти посылки были в таких, вот ящик деревянный и такая толстая, как картон, бумага, в такой бумаге. Папа делал из этой бумаги тетрадки, и втихаря ночью среди пленных, вот среди этих, очень много было людей, этнографов, ну и политически все. И он записывал вот эту знаменитую песню, это «Море священный Байкал» во всех вариантах. И он привез эту тетрадь, и мы все это читали, потому что он старался вот, ну, духом не пасть, понимаете? И когда мы уезжали, кто-то из нас забыл эту тетрадь, и ее наш этот антисемит к нам вселился, купил наш дом, он все уничтожил. Вот. Значит, когда он приехал, уже после ГУЛАГа, и, значит, директор, у нас огромный лесокомбинат был. Директор этого лесокомбината очень хорошо знал всю его биографию, потому что он сам прошел войну, прошел плен, и он к папе очень хорошо относился. И он как-то приехал к нам, увидел эту хибару, в которой мы живем, и сказал: Канторович, нам все по фамилиям, я тебе выпишу финский лес, ты построишь настоящий дом. И да, мы построили очень... Дедушка у нас был главный архитектор. Мы построили прекрасный дом, но мама ее очень заболела, потому что аборты были запрещены. И она поехала к своему приятелю сделать... Они были подпольные. И она сделала подпольный аборт, потому что уже 3 детей, уже было больше, когда папа вернулся. И внесли инфекцию, и у нее начался бурсит и ревматический артрит, от которого она умерла, и было 63 года. Тогда это почти не лечили, гормональной терапии настоящей не было, вот так. А он, значит, работал, вот ему поручали летом, когда все уходили в отпуск, директором этого комбината, который просто душевный человек. Рома без всяких бумаг, без ничего охраняет этот склад. Там стулья были. У нас была фабрика, которая делала шикарную мебель на экспорт. Очень там мастера были хорошие. Ну вот, и потом я его забрала. Когда мама умерла, мы этот дом продали, и он жил у меня. И у меня он и умер. Мы его кремировали, отвезли в Бобруйск в прах. Ночью мой брат старший пошел на кладбище, вырыл около мамы могилу, ну, такую, поместил туда урну. Потом из Ленинграда прислал новую табличку. Вот у меня там похоронены родители. А это еврейское кладбище перешло в руки такого антисемита, который там все запустил. А там похоронен мой дедушка и моя бабушка. И моя племянница, у которой была подруга в Бобруйске, эта подруга ухаживала
за могилой моей мамы, присылал всегда мне фотографии, в каком этом. И вдруг это Симона говорит этой девочке, Ире: «Ира, посмотри там, найди могилу дедушки и бабушки». Она пришла, там огромное дерево через эту могилу в кошмарном состоянии. Потому что евреи-то уехали, и кладбище не все могут в жутком состоянии. А она была, там в Бобруйске была колония для несовершеннолетних преступников. И она, это считается Министерством внутренних войск, и она была лейтенант. Она там с ними работала. Она пришла к этому директору кладбища со своим этим самым удостоверением и говорит: если через неделю на могиле Мазлина Вульфа, который дрался с кулаками, который был членом, ты все сказал, не будет очищено все. Но памятник там был, ну, камень такой. Я приду со своими воспитанниками. А он же прочитал, кто она. Через неделю, да, когда она первый раз пришла, она сказала: дай $100 000, я тебе все сделаю. Она говорит: а больше ничего не хочешь? И когда пришла второй раз, посмотрела, там была идеальная чистота. И она говорит: ты сейчас делаешь вот все, что это, ты придешь в порядок. Иначе я приведу своих воспитанников, они все это будут делать, но то, что они с тобой делают потом, я не отвечаю. Вот она обхаживает за могилами там, Бобруйские, могилы моих родителей, дедушки и бабушки, а все остальные мамины сестры, у нас есть две сестры, которые врач и младшие здесь умерли, а моя мама и вторая, и 3 сестры здесь, а моя мама на кладбище, это в Шерман, там большое кладбище, и стена памяти, там наши доски стоят. Вот все. Вот такие дела, вот такая история. Замечательно, замечательно мы с вами поговорили. Я даже прослезилась в одном месте, если вы видели. Я заметила. Да, очень-очень вам благодарна. Что-нибудь еще вы хотели сказать в заключение там, внукам, правнукам? В заключение я только хочу сказать, что... Да, еще одна деталь. У моей дочери день рождения 5 декабря. В этот же день рождения у отца невестки моей дочери, то есть жены ее сына. И вот однажды мы справляли день рождения одновременно. И его, и мое. Или он пришел на ее день, или я пришла на его. Но не важно. Важно то, что я с ним встретилась. Он вообще к мне относится с огромным пиететом, с огромным уважением. И вот мне все время говорит моя дочь, что они занимаются большой волонтерской работой. Он, значит, уже retired. Он, кстати, это в Америке можно быть медбратом и иметь степень. Он специалист по геронтологии, он специалист по со старыми людьми. И вот однажды у моего мужа есть брат, его жена, моя подруга очень близкая, лежала в этом отделении геронтологии, у нее был рак почек. И пришел навестить ее муж, это брат моего мужа. И пришел этот товарищ, который ухаживал за этими больными стариками. И Лазарь этот язык, дурной очень, у него одна извилина в башке, он говорит: а как вы относитесь к евреям? Он всем задавал этот вопрос здесь, в Америке. А этот мужик ему говорит: хорошо. Он говорит: что значит хорошо? Ну вот у меня зять еврей. Он говорит: а как его зовут? Он говорит: Сава его зовут. Он так обалдел, и Лазарь ему представился, кто он такой, вот, что этот мужик позвонил Саве в Шампейне и сказал: Сава, ты знаешь, с кем я тут сейчас встретился? Вот, но я не хочу сказать, я с ним села говорить. Он раздает бедным всякие, они готовят еду, и я говорю: да, чем вызвана вот такая ваша деятельность? Он говорит: Ида, я все время чувствую, у меня чувство вины. Я не знаю, бабушка, кто из нас участвовали в уничтожении. Я не знаю. Но это чувство вины меня гложет, не дает мне жить спокойно. Поэтому он католик.
Он был протестант, перешел в католичество. Ну, и поэтому я думаю, ну вот если я хоть что-то буду делать, то, может быть, это чувство от меня уйдет. И каждый раз, вот когда мы встречаемся, ну, мы встречаемся на дне рождения, он всегда садится возле меня, ну, как жизнь, как чудесный товарищ. Мюнхенский немец, представляете? А мой зять, он такой, он говорит, может, бабушка, может, прабабушка были эсэсовцами, откуда мы знаем? Я говорю, неважно, кем они были, люди хорошие. Это самое главное. Потому что наша семья уже теперь никаких еврейских корней нет. У моего брата младшего обе дочери замужем за ирландцами. Причем интересно, у старшей дочери, у мужа мама исповедует, это англиканская церковь, это ветвь протестанства. И однажды он мне присылает видик, Сейдер первый. Значит, сидят мой брат младший, его зять, зятя мама в сутане в красном, и у них женщины могут быть священники. У нее такая, ну, такая, ну, это. И я спрашиваю брату, звоню, говорю, а при чем она? Она говорит, что Христос был еврей, и поэтому совершенно не важно, какое твое вероисповедание. Вот. А вот он, у него чувство везны. Он каждый раз, он замечательный человек, мюнхенский немец. Это младшего брата. У старшего брата 3 детей. Дочь замужем за совершенно потрясающим поляком. Он из Лодзиона. Он знает всю историю России. Он прочитал всего Солженицына на английском языке. Он собирался быть в охране президента. Он кандидат исторических наук. У него рост должен быть и все. Он объехал уже весь мир. Замечательный парень. И когда у них была хупа, пардон, с одной стороны стоял польский костел с вот таким крестом, с другой стороны стояла рабайха, еврейка. Это была хупа, да. Вот. Один сын женат был на албанке, он с ней расстался. Мы еще очень боялись, что она мусульманка, не дай бог. Вот. Сейчас у него американка. И 3-й сын работает у Цукерберга, там какая-то нечеловеческая голова. Он женат на Южной Корее. Девочка из него такая маленькая. Так что у нас евреев нет. Все. Но люди все хорошие. Но люди все хорошие. Огромное спасибо. Так, Спасибо. пожалуйста. Кат. Так, не можно начинать. Это фотография 45-го года моего отца, когда его освободили от плена, и он служил в специальном подразделении контрразведки СМЕРШ. Это фотография тогда, когда он уже был полностью освобожден, должен был вернуться домой. Это фотография уже когда он в возрасте, переживший немецкий плен и русский ГУЛАГ перед тем, как он приехал ко мне в Москву. В 1967 году мой дедушка, вот он на фотографии, и моя мама, вот на фотографии. Вот она на фотографии. Поехали в ту деревню, Свислочь, в которой мы жили. Встретились с людьми, которые были свидетелями расстрела всех евреев этого местечка. Они пошли к этому месту. Это был большой овраг закопанный. И с помощью этих крестьян землю раскопали. У них были большие черные мешки. Они собрали кости и перевезли их в Бобруйск. В Бобруйске вот эти все люди, они уже давно, некоторые не жили в Бобруйске, жили в других городах. Были написаны им письма, они прислали деньги, и на эти деньги возвели такой вот этот обелиск. На этом обелиске написаны слова Маргариты Алигер: «Никто не забыт и ничто не забыто». Автором, так сказать, всего этого проекта был мой дедушка. Вот он. Значит, когда об этом узнал первый секретарь райкома партии, его вызвали в райком, сделали ему выговор, что он без разрешения райкома сделал, такое мероприятие осуществил, на что он сказал: если бы я
вас поставил в известность, вы бы никогда такого разрешения мне не дали. А здесь похоронены все останки всех прекрасных людей, которые до войны жили в этом еврейском местечке. И вот на этом обелиске и высечены слова Маргариты Алигер. Все. Замечательно.